Всем привет! Вы на канале iteramodelist.ru. И сегодня на обзоре сборная модель, новинка китайской фирмы Takom, экраноплан Лунь в 144 масштабе. Несмотря на то, что коробка стандартная и не впечатляет своими размерами, модель достаточно объемная. Ее длина в собранном виде будет достигать 51 см. Ну и как она поместилась в такую скромную коробку? Это мы и посмотрим. Дата выхода модели 2021 год. Стоимость набора 3800 рублей. В состав входит инструкция, декаль и пакеты с пластиковыми деталями. А поместилась модель в эту коробку предельно просто. Членением длины фюзеляжа и крыла на две части. Все гениальное просто. Лунь был спущен на воду в 1986 году. Проект 903. Планировалось выпустить 8 таких экранопланов, но он остался единственным выпущенным экземпляром. На мой взгляд, модель очень упрощена. Это можно заметить даже по оборонительному вооружению, отлитому вместе с фюзеляжем. Плохое решение. Покрасить неудобно, рассверлить почти невозможно. Да и процентов на 90 отломишь при сборке. Стволы пушек лучше заменить на металлические сразу и не мучиться. Тем более пушки стоят ГШ-23, двуствольная автоматическая, которая устанавливалась и на самолетах Ту-95МС и Ил-76. А такие модели в 144 масштабе существуют, так что и стволы найти можно. Прекрасное решение сделать выемку под прозрачные детали. Очень удобно будет обрабатывать место склейки. Пластик очень тяжелый, так как ширина его где-то миллиметра 3. Модель тяжелая будет. Задняя часть фюзеляжа. Разработка Луни велась на основе конструкции другого экраноплана КМ или Каспийский монстр. Но на самом деле КМ расшифровывался как корабль-макет. Скорость хода Луни достигала до 500 км в час. Это примерно в 10 раз выше, чем скорость у обыкновенного корабля. А запас хода 2000 км. С задними стволами пушек ситуация аналогичная. Вот я только вынул литники из коробки, а ствол уже надломан. Ну, это не удивительно. Расшивка в модели есть. Ровная и достаточно глубокая. С ней все нормально. А вот клепки нет. Хотя на некоторых фотографиях она отчетливо видна. Экраноплан оснащался аж 8 двигателями НК-87, который выпускался на базе двигателя НК-86, который в свою очередь устанавливался на самолетах Ильюшина Ил-86. Наступательным вооружением являлись сверхзвуковые маловысотные противокорабельные крылатые ракеты П-270 «Москит». Лунь несла 6 таких ракет. Опять же, по упрощенности модели. Кабина экипажа сделана одной деталью. Ну, понятно, что видно ее вообще не будет, но все же. Ну, это неудобно. Да и вообще многое в моделизме делается с девизом
А я знаю, что это там есть. А не буду делать, потому что не видно. Ну, в итоге интерьер кабины состоит из 4 сидений и приборной панели. Да, и декалей на приборной панели нет. Крышки ракетных люков пронумерованы. Это замечательно. Противокорабельная ракета «Москит» входит в состав ракетных комплексов, предназначенных для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн. Дальность стрельбы от 10 до 120 километров по маловысотной траектории. На базе Луни разрабатывался и второй экраноплан «Спасатель». На борту должно было быть размещено не только спасательное оборудование, но и плавучий госпиталь, который мог принять до 150 человек. А максимальная загрузка пострадавших была бы 500 человек, но при недостатках финансирования проект был заморожен. И такое ощущение, что навсегда. Каждый поплавок сделан 2 частями, ну и даже они смотрятся очень внушительно. Двигатели просится замениться на фототравленные. Надеюсь, что так и будет в скором времени. Из набора больше на игрушку смахивают. Каждая половина крыла разбита на 2 части. Размах его составляет 44 метра. Но это на прототипе, как вы поняли. А площадь 550 метров. Крыло водонепроницаемое, кроме хвостовой части и закрылок. Цельнометаллическое. В 4 отсеках находится топливо. На модели механизация крыла отлита вместе с ним. На Луне закрылки разделены на 12 секций и имеют клепанную конструкцию из листов и профилей. На модели этого совсем не видно. Литник со второй частью крыла и выхлопами двигателей. Пока вы наблюдаете за крылом, добавлю про корпус. Длина его 73 метра, высота 19 метров. Внутри есть перегородки на 10 отсеков. Каждый отсек водонепроницаем. Экипаж машины 10 человек. Корпус имеет 3 палубы для размещения служебного оборудования и расчета ракетного комплекса. А вообще модель, на мой взгляд, такой шаблон для улучшений. Ну, очень простая. Вот такое ощущение, что производитель очень спешил ее выпустить. Улучшать и дополнять будет очень просто, так как в прошлом году появилась новость, что Лунь, сам прототип, будет перемещен на вечную стоянку в парк Патриот в Подмосковье. Так что в скором времени его можно будет там посмотреть. И фотографии увидеть миллион. И еще одна хорошая новость. Уже есть договоренность и в планах, что фирма Микродизайн выпустит набор фототравления для этой модели. Немаленький такой литник с прозрачными деталями. У меня вот есть какая-то царапина или полоса. Но вроде как на видимой прозрачной части остекления после покраски видно не будет. И здесь тоже есть хорошая новость. Будет скоро и набор окрасочных масок для Луни от фирмы SXAD. Декаль на 3 варианта окраски. Здесь все очень просто. Опознавательные знаки и ничего лишнего. Жалко, что нет приборной панели. Инструкция на английском языке. Содержимое набора.
И сборка. Шаги сборки понятны, ну, собственно, там и понимать особо нечего. Деталей уж совсем немного. Схема окраски модели и нанесения декалей в цвете. Вот это всегда радует. В декалях еще есть два российских триколора, но здесь я их почему-то не увидел. Вот такая модель получилась у наших китайских партнеров. Вам понравилось? Приобрести данный набор вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я на этом временно прощаюсь. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.